Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Давайте узнаем, что прояснится, что уйдет, а что придет взамен. Давайте вот такие вопросы. И вполне вероятно, что что-то подобное в нашей жизни может происходить, потому что Уран уже в Близнецах. И сама по себе планета – это планета инноваций, каких-то резких перемен и ломки шаблона. Вот давайте мы с вами узнаем. И у нас сегодня две колоды. Первая колода – это у нас будет Таро ведьмочек, и мы на ней спросим, что же там прояснится. А вот мы еще узнаем 3 знака судьбы. Достанем, мне хотелось достать именно на колоде 78 дверей. Это метафорические карты, но они наглядно демонстрируют, какие там двери открыты, закрыты, каков ключ. Итак, что прояснится? Узнаем сначала. Какая тема для вас? Может быть, как выйдет на первый план с новой силой? Или вполне вероятно какая-то прежняя ситуация, может быть, продолжит свое развитие. В целом, период должен быть спокойным, скажем так, для вашего знака зодиака. Но это я так, астрологически, доброй энергии. Ну, давайте спросим, все же, что же прояснится у вас на этой неделе? Неожиданности. Может быть, это будет связано с новостью. Возможно, это как даже в средствах массовой информации. Но каким-то образом вам эта информация будет полезна. Может быть, и связана с решением конкретного человека или вашим собственным. А что уйдет? Что придет взамен? 3 знака судьбы. Это как те сферы жизни или возможности, которые требуют вашего внимания, вашего участия. Первый знак судьбы, второй знак и третий. Вот на что обратить внимание, что не упустить, может быть так. И мы достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что ж там у вас будет проясняться. Шикарная карта, карта заслуженного успеха. Ну да, мои дорогие, это не тот успех, который вот завтра. Это так, это поотдаль, да, или какая-то траектория, которая зависит от наших действий. Но, по сути, это новое направление, которое вы избрали. Я могу предположить, вот та тема, которой вы сейчас занимаетесь, или, может быть, это мечта, какая-то идея. Вот прекрасное ведь время и даже по астрологическим транзитам. И я, кстати, хочу вас пригласить на свой сайт, прочитать астрологический прогноз на июль. Я оставлю ссылку в описании под видео, чтобы не останавливаться долго. Но вот так вот в целом, это время, когда мы нашу мечту переводим в какую-то конкретную более плоскость. Может быть, составляем тезис-план, а идею в действие. Первое, может быть, действие. И ведь 6 мечей – это карта мужества. Люблю эту карту, потому что это сам по себе какой-то драйв, активность. Это мы занимаемся тем, что нам нравится. И это мы продолжаем. Это не на какой-то короткий период времени, а есть перспективы. Сама по себе карта. Заслуженный успех. Да, это где-то карта мужества, потому что мы должны обладать определенной долей решимости. Решимость, потом решительность и действие. Да, вот такая формула у нас идет. И тогда все неизвестные у нас отпадают. Поэтому что прояснится? Какое-то ваше дело, ваша какая-то задумка. Может быть, это конкретно вопросы. Ну, вот так вот даже. Вы занимаетесь тем, что вы хотите получить визу. Может быть, для перемещения, для работы, рабочую визу. Или вы вообще собираетесь куда-то переезжать. Потому что по 6 мечей очень часто дороги проходят. Сама по себе какая-то дорога или это может быть связано с релокацией офиса, перемещением офиса, может быть, или вашей компании, ну, куда-то в другую даже страну, в другую местность, и вы будете что-то просчитывать. Или по этой карте, когда мы работаем сами на себя, из любой точки мира, вот это тоже проходит. Все же 6 мечей – это пространство, эфир, интернет. И вот, как я сказала, драйв, почему мне очень нравится эта карта. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Здесь вот не совсем эта декада, при всей ее положительной динамике, она заключает в себе какой-то ваш интерес на короткий срок.
А тут именно такой планомерный успех, продолжительный. Пусть даже это какая-то геометрическая прогрессия, когда мы занимаемся, мы понимаем, зачем мы это делаем, да? Для чего это нам, какие бонусы принесет, или какой прогресс. У кого-то карьера, у кого-то, может быть, я тоже допускаю, все-таки июль, перемещение, потому что отдых или какие-то путешествия. Неожиданности давайте узнаем. По двойке пентаклей это не сами по себе неожиданности, разве что какой-то вопрос, который уже не новый. Вы думали, он решится быстрее, а вот здесь так немножко притормаживается. Ну, может быть, и нужно что-то просчитать. Но в неожиданностях это ведь всегда взаимодействие, двойка пентаклей. Это, с одной стороны, ничего нового, тем не менее, мы спросили неожиданность. Так вот, попросту у кого-то не будет этих неожиданностей. А если и будут, то это может быть связано с решением какого-то конкретного человека. Но тут больше карта говорит о том, что мы что-то продолжаем. Но, кстати, в неожиданностях все же может проиграться с учетом шестерки мечей. Я вам скажу, что это, потому что пусть не во всех колодах, не в этой колоде, в другой, есть такое значение, как игра с деньгами, да, когда нам нужно прояснить какой-то вопрос, решить, может быть, по деньгам, и у вас сложится какая-то благоприятная обстановка, ну или как-то вот все подходит как к знаменателю какому-то, и вы понимаете, что мне нужно сейчас не потерять время, или мне нужно не потерять какой-то заданный уже темп. И по этой карте легкость на подъем тоже проходит. Спонтанность самое главное. Спонтанность тоже мы можем рассматривать как неожиданность. Это когда нам приходится быстро собраться и куда-то отправиться, поехать. Или спонтанность может быть как ваша идея, когда вы понимаете, к примеру, это знаете, как щелчок в голове, и думаешь, ох, вот точно, вот этому нужно уделить внимание. Не прогоните эту мысль. Даже вы ведь люди интуитивные. Даже пусть это, как, знаете, безрассудная вам может показаться идея. Или как, ну, нет какой-то основы. И по двойке пентаклей мы как раз и пробуем то, что еще пока мы не можем просчитать. Или нет еще какой-то долженствующей траектории или цепочка развития событий, но нет ее тоже. Это самые первые шаги. Поэтому в неожиданностях, как и предложение, так и ваше собственное решение может быть. Что уйдет, давайте спросим. Восьмерка пентаклей. Вообще одна из лучших карт в колоде на деньги, на заработки, на профессиональный труд. Понятно, что не уходит, но давайте так уже откровенно. Что уйдет? Тут ведь может быть решение какого-то вопроса, вы им занимались очень долго, и теперь вы его просто подводите к итогу. Почему я так говорю? Потому что эта карта предусматривает, что мы уже профессионалы, или мы достигли какой-то планки в одной сфере деятельности или в нашей работе, но все равно вот какой-то прежний этап мы прошли. И теперь мы строим карьеру дальше. И, соответственно, что уйдет? Какой-то прежний этап, он как будто заканчивается. Но это не есть, что все ушло. Прежние шаблоны вряд ли сработают для нас каким-то хорошим плюсом. Здесь карта советует больше переключаться на какие-то новые варианты или методы взаимодействия, работы. Или рассматривать для себя, ну, как какое-то еще и новое направление, но оно все равно ложится на базу или фундамент того, что вы уже теперь умеете делать. И если это уже как профессионализм, если мы говорим, да, может быть, меняются приказы, даже у вас на работе, меняется руководство. И вроде бы перед вами открываются новые перспективы, что бы вы тут не думали. Но карта все же предлагает нам рассмотреть как альтернативный вариант либо новые сферы занятости, либо, если у вас свой бизнес, ну, может быть, какое-то направление или какой-то, опять же, новый метод, потому что и по Урану-то ведь оно тоже точно так же. Уран ломает шаблоны, поэтому прежние методы ведь нам тоже, вот этот планетарный транзит говорит, что они перестанут в какой-то момент работать. Может быть, по части даже цифровых каких-то технологий, и это касается сферы финансов.
Вот как новые какие-то формы взаиморасчета, к примеру, потому что прежние могут не сработать. Или Уран, он все дробит. Раньше вы, допустим, на депозит ложили деньги в одной валюте, а вот здесь рассмотрите другие варианты. Или куда вы будете вкладывать. Но вот есть вот такая подсказка уделить внимание деньгам. Или откуда они приходят, а что придет. Ну вот смотрите, вы можете испытывать некоторую, ну, такое сожаление, может быть, о том, что что-то становится на паузу. Аркан повешенный. Где-то дополняет эта карта предыдущее значение. Мы ведь с вами сказали, что Уран, да, прежнее, наступит тот момент, когда, ну, что-то не будет срабатывать, вот именно как метод. Или какая-то система, она будет меняться. Вам карты предлагают, может быть, посредством интуиции. Мы вот как раз с вами говорили первые две карты про спонтанность, да, или про ту идею, которую нужно не потерять. А почему? А потому что придет взамен? Вы можете, может быть, в недалеком будущем убедиться, то, что вы чувствуете сейчас, оно где-то так и складывается. Или вот это новое направление, как мы говорили, идея. И когда мы переходим к первым действиям, мы пробуем. Вот есть такое выражение «проба пера». Вот попробуйте что-то подобное, как себя в каком-то новом направлении, в новом начинании. Или пусть направление не новое, а вот метод какой-то другой. Раньше бы вы, ну, по шаблону, может быть, или привычным образом бы действовали, а здесь вот нужно добавить элемент новизны. Ведь по аркану повешенный всегда человек сам себя перевернул, чтобы увидеть что-то или вопрос, или проблему с нового ракурса. Поэтому, с одной стороны, нам приходится, может быть, у нас жизнь, сплошные перемены, мы живем с вами в эпоху перемен. И карта тоже может говорить, да, где-то в последующем тебе может показаться, словно все с ног на голову перевернулось. И в этом есть элемент новизны, потому что мы должны все же увидеть, себя перестроить, может быть, на новые какие-то рельсы. И опять же, не застрять, ведь эта карта не говорит о том, что мы застреваем надолго. Что придет? Может быть, и приходит какая-то пауза. Сначала набирает что-то темп, а потом, ну, вот как все останавливается. Я могу такое предположить. Может быть, и не на далекий срок. Тогда знаете, мои дорогие, что для вас, в принципе, медленно, но поспешай. Вот как соединить вот эти две энергии? Вроде бы как нельзя и отказаться от чего-то. И иногда по шестерке мечей, да и по двойке пентаклей мы говорили о спонтанности. Ну, может быть, это вы уже на что-то решитесь, а после этого вам нужно будет углубиться в какой-то вопрос или досконально что-то изучить, разобраться, иными словами. Давайте узнаем. В знаке судьбы, первый знак судьбы. И нам тройка пентаклей, двойка пентаклей, тройка пентаклей, то есть это уже прогресс, мы идем вперед, и нам показан ремесленник, который, ну, буквально инкрустирует как будто дверь, обрабатывает ее, делает на ней рисунок, художественное оформление. Поэтому, правда, какая-то тема, она для вас не должна быть упущена. Вот я вижу в этом. Ведь по тройке пентаклей мы сдаем как экзамен. Иногда это бывает, мы изучаем что-то новое, и неважно, какой области это касается. Кто-то изучает, как работают финансы, или как вот новые финансовые системы, да, или, может быть, электронные деньги. Вот кто-то изучает, пытается в этом разобраться. Кто-то мне написал, именно ваш знак зодиака, что электронных денег не будет. Ну, как не будет? Они уже есть. Смотря что вы под этим понимаете. Так вот, разобраться-то все же стоит. От того, что мы сказали нет, оно же ведь ничего, к сожалению, не меняется. Понятно, что нам более привычнее и тот вариант, в котором мы уже прожили определенное количество лет. Но, тем не менее, прогресс-то ведь мы не остановим. И я просто хочу сказать, что тут у каждого свои интересы. И кто-то действительно, может быть, занимается даже трейдингом, почему нет. И кто-то занимается профессионально. Все же вот пентакли же выпали, что уйдет. И это где-то подсказка. И одновременно нам идет как знак судьбы, что есть
та сфера, которую мы должны изучить. Ведь нам показан человек, который работает, по сути дела, рабочий человек. Он не себе просто делает эти двери, потому что, обратите внимание, тут несколько дверей. Явно он этим зарабатывает деньги. И тройка пентаклей, она подразумевает наш профессионализм, но на новом уровне. Это все то, что я говорила. И может быть какая-то тема, которая всплывает в эту декаду. Вы понимаете, что, ну, правда, нужно что-то изучить и углубиться в нее, разобраться в тонкостях, деталях. Тогда это будет как знак судьбы, это твой жизненный экзамен. У кого-то будет напрямую, может быть, сдача экзамена, получить сертификат. И вверху у нас карта шестерка мечей. Иногда мы по шестерке именно мечей работаем посредством интернет или учим язык иностранный, а может быть и язык программирования. Опять же мечи, эфир, пространство, интернет. Вот есть какая-то взаимосвязь, пусть не для всех, но новое или будущее, оно не где-то там за воротами, да, или где-то очень далеко, а оно уже практически в вашу жизнь пытается войти. Ну вот, наверное, карты вас ориентируют на то, что перестраивайся, у тебя сейчас есть для этого время и возможности сделать что-то спокойно. Второй знак судьбы, а потом все ускорится. И действительно, может быть, даже эта декада будет где-то сначала ускорение или вот какая-то спонтанность, а потом пауза. Но вот в паузу тут, с одной стороны, да, привести мысли в порядок, но и немного отдохнуть определенно стоит. Но я бы сказала подготовиться, что потом будет что-то и ускоряться по аркану колесница. Это как и шестерка мечей. Это и расстояние, это и перемещение, это какие-то дороги, изучение чего-то нового. Кстати, рост вашей популярности, это карта успеха, построения карьеры, ну, всяческих положительных перемен, мои дорогие. Поэтому вся декада, не упустите возможность. Тут двери буквально в ваших руках, вы сами профессионал. И мы уже с вами говорили, но предусматривается с течением времени какая-то перемена, и поэтому перестроить себя на новые рельсы определенно стоит. Успех или осуществление какой-то вашей идеи в реальной жизни, или, может быть, сам по себе переезд, и это не есть что-то эфемерное, две карты, а вполне это все реально. Мы можем думать, что нет, это я сам себе надумал или надумала, а на самом деле мысль материальна. Нет дверей, это вы сами, как будто толпа рукоплещет. Это я про популярность. И здесь вы чем-то будете довольны. Вот у вас первые, может быть, шаги. От чего-то не отказаться. Вот я вижу два, по сути дела, знака судьбы. Третий. И опять же, врата открыты. Но обратите внимание, двойка кубков, конечно, всегда говорит о взаимодействии. Но самое главное, об искренности и надежности. У нас бывают самые разные контакты с людьми, да и люди тоже бывают разные. Нам здесь показаны двое детей. Обмен подарками, обратите внимание, это тот взаимный энергообмен, не игра в одни ворота, а когда есть надежное сотрудничество. Может быть, и для вас знак судьбы. Окружи себя надежными, проверенными людьми. Но, в принципе, сами по себе энергии, когда выпадает двойка кубков, это очень добрая энергия. Сама по себе неделя астрологически тоже такая. Вот она для вас в каком-то позитивном более ключе. Неделя, декада, мои дорогие, это я уже так по привычке. Поэтому будьте внимательны, ведь не всегда так в нашей жизни бывает. Бывает, когда, ну, где-то все и переворачивается, и больше неожиданностей, нежели какого-то нашего плана, да. А тут даже если нам и приходится менять планы, корректировать, так это как подсказки нам говорят, потому что в будущем будет тоже что-то перестраиваться. Но для кого-то это может быть то партнерство, которое в личной жизни, это любовь и теплые нежные чувства, гармония, эмпатия. Весь наш расклад пятерка жезлов, ведь это карта информационного хаоса. Может быть, вам и придется с чем-то разбираться, находить дополнительную информацию. И тогда понятно, почему аркан повешенный как раз у нас оказался над этой картой. Мы тут не склонны доверять первому услышанному или первой услышанной новости. Здесь могут быть ошибочные мнения как и людей,
Мы и сами, если мы словно упремся в одну какую-то тему или не видим каких-то других ориентиров, мы можем тоже оплошать. Хочется сказать, как в басне, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Поэтому рядом двойка кубков. Кто рядом с тобой? Кому ты доверяешь? Вот есть какой-то анализ, когда вы должны четко понимать, что, во что вы вкладываетесь, в каком объеме и как человек конкретно откликается в адрес вас. И неважно, чего касается, либо ваших достижений, или пусть это личная жизнь. У нас 5 ведьмочек, колода ведьмочек, и поэтому, обратите внимание, уже переругались, да, уже забыли про вот это вот варево, которое они тут решили приготовить. И вот тут все выкипает, уже огонь на полу, и коты вот даже, кстати, перессорились, да. Вот, видимо, не должно быть какого-то раздрая, как и в вашей душе, как и внешней какой-то путаницы. От нее надо максимально уходить и для себя как ориентиры какие-то новые поставить. Ведь шестерка мечей, она всегда предусматривает, что мы, или вот как в этой карте, улетают тут, да, но чаще это лодка и какой-то безжизненный берег в классических колодах Таро. На этом берегу уже ничего не растет. Или уже мы сделали все, что могли. Наступает время идти вперед. Но мы видим разное, мы слышим разное. Может быть, и люди разные. По 5 жезлов проходят те люди, которые ненадежные. И не потому, что вас кто-то хочет обмануть. Он человек такой. Он сам не может определиться, что ему делать. Или по этой карте проходят люди, которые быстро меняют свое мнение. Утром думал одно, а потом ему что-то через пару минут предложили другое, или он как загорелся какой-то идеей. И он уже и забывает, кому он там что обещал. Вот такой вот тонкий нюанс. Значит, к окружению тоже нужно быть внимательному. И предыдущая карта, мы уже об этом говорили. Но и в плане все же и информации, какого-то вороха. Видимо, знаете, с одной стороны, нужно быть как губка, впитывать все то, что вы слышите, и тут же это перепроверять. Мы ведь не знаем, что нам наперед будет еще полезно. А нам сказали, перемены, они уже присутствуют в вашей жизни. Вы можете поначалу это еще не ощущать, мы все разные. А кто-то наоборот, уже в вихре этого драйва вполне вероятно. И поэтому информация, она полезна как альтернативные варианты. Но это все требует перепроверки и внимания. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю и благодарна вам за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.